Каким образом понять, что такое плохое самочувствие, как его можно ощущать и с чего вообще необходимо начинать? Я могу сказать, что как только человек начинает себя плохо чувствовать, у него появляется сонливость, у него появляется тошнота или появляются какие-либо симптомы, включая сыпь и общее такое самочувствие, с чего он должен начинать и каким образом он должен помогать себе. Первое — это самоосмотр и самодиагностика. Это необходимо ставить на первое место. То есть попробуйте создать некую картину, в которую должны быть включены: первое — артериальное давление. Очень часто женщины, особенно, которые имели ранее астеническую форму тела, очень часто взрослея, достигая возраста 40-50 лет и старше, по утрам начинают ощущать состояние головокружения, общей слабости, сонливости и думают, что, как и ранее, они имеют очень низкое артериальное давление, начинают употреблять кофе, поддерживая или стимулируя таким образом свое самочувствие, после чего их самочувствие ухудшается, со временем становится головокружение становится более явным и общее состояние ухудшается. И обычно на вопрос: Андрей Андреевич, что же со мной происходит, я обычно им говорю, или даже шокирую, можно сказать, я говорю: у вас, скорее всего, артериальное давление, оно у вас повышенное. Артериальное давление повышенное обычно и приводит к таким симптомам, как общая слабость. Очень часто люди думают, что симптом усталости, он не может быть связан с высоким артериальным давлением. А употребляя стимуляторами, которыми является кофе и черный чай, обычно стимулирует не только поднятие настроения, еще и увеличение артериального давления. Тем самым ухудшая свое состояние, приводя себя к более глубокому разрушению организма. Я могу сказать, что артериальное давление и его измерения необходимо ставить на первое место. Норма артериального давления — это 120/80. В случае, если оно поднимается или повышается, то необходимо изменять целый комплекс, проводить целый комплекс мероприятий, которые могут помочь человеку снизить артериальное давление. Если необходимо будет, я сегодня об этом комплексе скажу. Второе — температура тела. Повышенная температура тела может говорить о вирусных заболеваниях. Не особенно повышенная температура тела по утрам может говорить о том, что у человека есть гормональные сбои. Очень часто в предклимактерическом периоде, а также во время климактерического периода у женщины поднимается на полградуса или на 1 градус температура тела. Также температура тела может говорить повышенная температура тела может говорить об аутоиммунных процессах, негативных аутоиммунных процессах. Снижение температуры тела, в свою очередь, говорит тоже о таких заболеваниях, как дискинезия желчновыводящих путей, аутоиммунные процессы, ослабление общего иммунитета, астения, анемия, недоедание, недосыпание, снижение иммунитета, вирус.